Всем привет, привет. Если меня слышно, дайте плюсик в чат, пожалуйста. Отлично, есть связь, можем начинать. Всем еще раз привет. Так. Будем разбирать нашу текущую торговую неделю, потом поговорим немного о теме финансовая независимость через трейдинг. Я думаю, это такая актуальная тема для всех трейдеров, да? Так, в первую очередь давайте будем разбирать индекс со старшего таймфрейма. Что мы имели вообще на старшем таймфрейме? Итак, давайте начнем с месячного таймфрейма. Так. Можем сделать вот так также. Итак, вот у нас здесь месячный таймфрейм. То есть вот здесь начинается май месяц. Включу лучший индикатор, чтобы сразу разделял на месяцы. Так, вот так сделаем, это пока уберем. Итак, вот здесь у нас начинался май месяц наш. И если теперь его проанализировать по квартальной теории, то мы можем видеть то, что первый квартал Q1 у нас было расширение, было сильное. Исходя из этого, можно было предположить, что этот месяц будет формироваться по модели XAMD. И подтверждение мы получили во второй неделе этого месяца. Да, это вот вторая неделя. И как раз на второй неделе цена здесь делала консолидацию, формировала аккумуляцию. И в третьей неделе, третья неделя была неделя манипуляций. И как раз таки внутри этой недели мы забрали sell side Q2. То есть забрали sell side аккумуляционной недели. И тут уже окончательно стало понятно, что месяц формируется через модель XAMD, и дальше уже можно было просто работать внутри фазы расширения. Привет, привет. И зная заранее, что фаза манипуляции уже завершена, то внутри фазы расширения торговать проще всего. Да? Вам нужно просто работать по order flow. Кто знает правила order flow, да, я думаю, уже понимают, о чем сейчас пойдет речь. Правило order flow это такое, что если у нас бычий order flow, то у нас медвежьи имбалансы, да, FEG, они будут уважаться, то есть бычьи, я извиняюсь, бычьи имбалансы, бычьи FEG, они будут уважаться ценой, а медвежьи имбалансы, они будут игнорироваться ценой. А также ордер-блоки. В бычьем order flow цену будут поддерживать медвежьи ордер-блоки. И при каждом откатном движении цена она будет отталкиваться от двух элементов.
Если цена находится уже в бычьем order flow, то в этом случае цена будет в первую очередь отталкиваться либо сейчас либо от бычьих имбалансов. И второй элемент либо медвежьи ордер блоки и брейкер блоки сюда же тоже можно добавить. Каким образом это формируется? Можем сейчас вот посмотреть как раз таки на 4-часовом таймфрейме. Можем увидеть, вот здесь отсюда начинается уже бычий ордер флоу. И как он, смотрите, как он формируется. Вот я сейчас буду отмечать. Вот у нас здесь бычий FVG. Так, вот так сделаем. Вот. И что делает цена здесь? В первую очередь, смотрите. Вот цена. Сначала цена пробивает вот этот локальный хай. Мы пробили здесь этот локальный хай. Затем цена сделала откатное движение. Куда? В диапазон 4-часового имбаланса. Это бычий имбаланс. То есть вот bullish FVG. После отсюда цена отталкивается с этого диапазона и формирует новый хай. Одновременно забираем здесь снова ликвидность. Вот. Здесь формируем новый хай. После этого цена снова вот, тестирует bullish FVG. Вот он, медвежий, то есть бычий имбаланс. Снова цена возвращается, тестирует ее неоднократно. И отсюда уже начинается новое расширение. Новое расширение начинается. После этого цена снова формирует новый хай, вот здесь, вот он. Затем спускается, мы видим, что здесь нету никакого имбаланса. Когда имбалансов нету, цена тестирует ордер блоки, диапазон ордер блока. Вот, пожалуйста. Уже медвежий ордер блок. Когда вы будете понимать правила формирования ордер флоу, пусть это будет бычий, пусть это будет медвежий, то вам будет легче уже торговать вот эту структуру. Это структура от старшего таймфрейма. Вот. Это старший таймфрейм. Мы всегда надо анализировать сначала старший таймфрейм. Что он показывает, в каком направлении формируется это движение. И зная это, мы должны сохранить в одном уголке нашей памяти, то, что, допустим, вот у нас формируется бычий ордер флоу, и зная это, после этого только мы спускаемся на младший таймфрейм, либо торгуем уже, когда торгуем внутри дня, мы должны всегда помнить, что у нас цена находится в фазе расширения. А фаза расширения, она бывает двух типов. Либо бычий ордер флоу, либо медвежий. И здесь мы определили, здесь у нас бычий ордер флоу, и значит цена, она будет всегда делать, отталкиваться от двух элементов. Это либо бычий имбаланс, либо медвежий ордер блок или брейкер блок. И все. И зная это, вы можете уже здесь торговать вот внутри этого расширения, зная этот принцип формирования. Вам необходимо просто дожидаться отката в диапазон одного из этих двух элементов, какой здесь, если будет сформирован, допустим, если бычий имбаланс, вам просто нужно дожидаться, когда цена спустится здесь, и тут сформирует слом структуры на младшем таймфрейме. Если мы спустимся на более младший таймфрейм, привет, Евгений, привет, спасибо. Спасибо огромное. И здесь вот на младшем таймфрейме, на M5, на M3, на M1 у вас будет точно сформирован слом по направлению основного
order flow. Вот, допустим, вот возьмем этот участок ценового формирования, да? Слом структуры, где у нас здесь будет? Вот здесь high, который сформировал, swing high, который сформировал swing low. Вот. И как только этот high будет перебит, поглощен, можно будет уже искать вход от теста имбаланса. Это самое элементарное. Допустим, вот тут у нас был бы MSS. И как только вот цена перебьет этот диапазон, на младшем таймфрейме, на M1 здесь будет явно четкая картина, которую можно будет уже прочесть. И вот на откате здесь можно было поймать движение, вот это лонговое движение. Вот здесь вот цена снова повторно тестирует этот диапазон, дает еще одну возможность войти. И если бы вошли бы, и таргет был бы вот у нас. Вот этот high, и спокойно можно было бы здесь заработать, да? Зная, как вообще формируется order flow. Поэтому торговать здесь, если кто знал это правило, им было легко. Это один из элементов вообще, да. Есть много разных способов делать анализ по order flow, по MMXM модели, по квартальной теории. Это лишь один из них. Итак, здесь вот тут у нас начиналась новая неделя. Вот здесь начиналась наша, это текущая неделя. И как эта неделя у нас сформировалась? Давайте посмотрим на старшем таймфрейме сначала. На daily здесь, я думаю, ничего вам это не будет говорить, потому что здесь все свечи, бычьи свечи, которые формируют лонговое движение. Но на H4 есть уже структура. Вот на H4 можем уже посмотреть, как это все формировалось. Сначала разделим нашу неделю. Вот здесь у нас начинается новая неделя. И как эта неделя формировалась, да? Неделя открылась в бычьем направлении с большой свечой, затем цена пошла в консолидацию. Вот тут вот консолидация была. После консолидации мы знаем, что по концепции PO3, если у нас формируется аккумуляция, то после аккумуляции всегда следует манипуляция. И вот, пожалуйста, вот это движение было манипуляционным движением. А после манипуляции у нас всегда идет дистрибуция. День добрый. Дистрибуция. И вот, пожалуйста, вот дистрибуция пошла. Вот это движение, это было дистрибуционным движением. И внутри дистрибуции, расширения, цена всегда сделает одно глубокое откатное движение. В большинстве случаев это так. И мы видим, вот здесь как раз-таки было одно откатное движение, очень глубокое. Да? Обычно такие откаты свойственны золоту. Кто торгует золотом, они знают. Вот золото делает более глубокие откаты, но на индексах такие ценовые движения, они очень редкие. Цена обычно на индексах делает откат. Если мы весь этот диапазон просто разделим на OTE, вот можем увидеть то, что цена ушла даже более вот этого самого последнего уровня. Обычно золото так торгует. А на индексах часто цена отталкивается от вот этого уровня между 680 и 705 отклонением. Обычно вот отсюда цена делает откат. Но в этот раз цена сделала глубокий откат. Тем самым оно
ввело в заблуждение многих трейдеров. Здесь, кто торговал вот внутри этого диапазона, большинство подумали, что здесь началась уже MXM модель Sell Model, да, вот в этом в шортовом направлении. Но кто разбирается хорошо в ценовом движении, то те люди, я думаю, они не поддались этому ложному манипуляционному движению, потому что здесь было и так видно. Вот этот весь диапазон, он был сбалансированным диапазоном, и цене не было интереса спускаться ниже вот этого уровня. Вот этот уровень, весь этот уровень с нижней части, он сбалансированный был. Почему? Потому что вот это движение, оно уже дает балансировку всему этому диапазону. Поэтому не было смысла цене спускаться ниже. Но в таких случаях, когда над BPR, вот это весь диапазон, этот диапазон считается BPR, Balanced Price Range. То есть диапазон сбалансированного рейнджа. BPR. Вот. Весь этот диапазон сбалансированный. И когда над таким диапазоном у вас будет находиться имбаланс, то этот имбаланс будет всегда удерживать цену. Всегда будет удерживать цену. Вот этот имбаланс был у нас. Вот. Этот имбаланс как раз-таки удержал цену, и отсюда цена уже начала свое расширение. Первый раз, потом второй раз. И ключевым уровнем у нас выступал вот именно этот имбаланс. Затем, после глубокого отката на 4-часовом таймфрейме, вот здесь мы можем увидеть, здесь снова цена формировала график через отложенную доставку. Вот этот диапазон, если мы возьмем, я спущусь на более младший таймфрейм, вот он. Вот тут как раз-таки мы можем увидеть, что было. Так. Вот этот промежуток я хочу вам показать. Сейчас сделаем вот так. Вот этот промежуток. Вот. И здесь формировалось, вот ценовое вообще движение формировалось через отложенную доставку. Отложенная доставка. Кто смотрел этот урок, скиньте плюсик в чат. Я думаю, здесь можно было бы поймать вот это движение, можно было бы спокойно поймать. И вот, пожалуйста, отложенная доставка. Сначала цена достигает диапазона высокого сопротивления, где нет ликвидности. Здесь RB. Вот, пожалуйста, показываю вам еще один. Если вы выучите очень хорошо именно даже один этот урок, то знания, которые вложены в этом уроке, вам дадут ловить самые смачные куски в рынке, где вам нужно будет просто войти и поймать моментальное расширение. Вот, пожалуйста, цена спускается в диапазон rejection блока, отсюда она берет реакцию, и здесь формируется, скорее всего, давайте посмотрим, SMT дивергенция, скорее всего, была здесь сформирована уже. Цена, она всегда будет повторять одни и те же паттерны, да, можно сказать, если назвать это паттернами, она всегда будет повторять, потому что это алгоритм. И ваша задача просто выучить этого алгоритма, натренировать себя, видеть именно эти комбинации. Вот, пожалуйста, здесь у нас была, значит, вот сформирована SMT дивергенция. Так, можем вот так сделать. Вот.
Здесь S&P 500 полностью зачистил вот этот sell-side ликвидность, а NASDAQ сделал fail. Тем самым это было дополнительным подтверждением, что цена находится в фазе отложенной доставки. И тут вот цена делает откатное движение. В откатном движении у нас цель всегда, вот у вас будет вот здесь один swing high торчащий. И целью вот этого обратного движения будет захват именно этой ликвидности. И по пути цена будет формировать дополнительную ликвидность. Вот здесь. Мой дневник сделок. Зачем показывать мой дневник сделок? Я покажу сейчас свои сделки, которые я выполнил внутри этой недели. Но полностью свой дневник я уже никому не буду показывать, потому что я уже один раз прогорел на этом, когда показывал каждую неделю свой счет и показывал свои сделки и сумму на своем счету. Каждую неделю я делал обзор таким образом. Но потом гнилые люди под предлогом того, что они хотят стать моими студентами, просто обвели меня, да, мошенники, взломали мой торговый счет и слили весь депозит. После этого я сам себе дал слово, что больше никогда не буду показывать никому, потому что люди не ценят добро. Есть такие люди, не все, но среди людей есть такие гнилые личности, поэтому человек должен всегда страховать сам себя. Показать свой счет для меня не проблема, но когда ты показываешь свой счет, то многие люди, у них в душе сразу заигрывает, знаете, алчность, зависть. Вместо того, чтобы пойти по этому пути, допустим, научиться, взять знания и постепенно прийти к этому, да, добиться таких же результатов, люди, они идут другим путем. Путем обмана, мошенничества, взлома. Поэтому, ребята, Супер Марио, извини, показать свой дневник сделок, то есть свой торговый счет не могу, но все трейды, которые осуществлялись внутри этой недели, я показываю. Дневник сделок я дневник не веду. Если вы имеете в виду, когда, допустим, в понедельник ты сделал трейд, и там пишешь, допустим, если ты поймал стоп, пишешь, почему ты поймал стоп, такое и тому подобное, такой дневник, я уже давно не веду. Я уже давно прошел этот этап, это мне не нужно. Для меня график, он уже, как знаете, как прочтенная книга. Я открываю график, я уже сразу вижу, что в графике, что график говорит. Мне это не нужно. Заполнять, писать, этот этап уже давно пройден. Поэтому нет смысла мне писать дневник. Зачем? Дневник ты пишешь для того, чтобы выработать свою статистику, выработать свою базу. И когда делаешь ошибки, ты возвращаешься к этому дневнику, и там уже сравниваешь свои сделки, наблюдаешь динамику роста, либо рост, либо наоборот падение. Вот для этого нужен дневник. А для меня он уже не нужен. Я уже давно прошел этот этап. Дневник, вопрос, да, вот зачем, суть в чем этого вопроса? Ты увидишь дневник, это тебе ничего не даст. Знаешь почему? Потому что стиль торговли у всех разный. Даже если нам обеим дадут один сигнал входа, да, то отработка после этого сигнала будет разная, и прибыль будет разная, сопровождение сделки будет разное.
потому что у тебя совсем другая система торговли. Вот с этим я не согласен. Лучше один раз увидеть дневник положительных сделок, чем рассказывать, как торговать. Я знаю, в чем дело. Я не просто рассказываю, как торговать. Я учу, как торговать, и результат моей учебы, он отражается на сделках моих студентов. Если бы все то, что я здесь рассказывал, оно бы не имело какой-то ценности или бы было бы просто водой, то не было бы столько последователей, столько студентов и столько отзывов. И никто не просит, чтобы ты верил, либо слепо следил за мной. Просто наблюдай за моими, если тебе интересно, просто наблюдай. Посмотри 4-5 weekly рекапов, потом сравни, как отрабатывали мои прогнозы по отношению к будущим неделям. И просто понаблюдай, если ты действительно понимаешь концепцию ICT и у тебя есть кое-какая база, то я уверен, ты в конечном итоге придешь ко мне. Либо за советом, либо у тебя появится желание пройти обучение, если у тебя нет системной торговли. Если у тебя есть системная торговля, то ты просто сделаешь респект мне, потому что таких, как я, действительно мало в индустрии, именно в пространстве СНГ. Те, которые не толкуют какую-то чушь в воду, а просто говорят по факту и дают действительно ценную информацию. Таких мало. И поэтому, когда ты сделаешь сравнение меня с другими, ты действительно поймешь. Если ты объективно будешь оценивать все, то ты в конечном итоге сделаешь мне респект. Просто понаблюдай до конца этого стрима, я тебе покажу потом кое-что, что, я думаю, заставит тебя задуматься, если, конечно, у тебя есть разум. Итак, эта неделя, теперь, если будем делать анализ с точки зрения, опять-таки, квартальной теории, она формировалась через модель AMDX. Через модель AMDX. Так. Да, согласен, Карада. Мне, честно, таких людей я каждый день встречаю, когда скидывают свои результаты. И я уже написал об этом в своем телеграм-канале. Сначала люди сомневаются в твоих сделках, да? Потом они ставят под сомнение это. Потом начинают хейтить, и в конце они просят тебя давать сигналы им. Это типичные люди, их характер я уже давно выучил. Потому что когда ты находишься в этой индустрии довольно-таки продолжительное время, хочешь не хочешь, рынок заставит тебя столкнуться с такими людьми. И у тебя уже выработается кое-какая база, по которой ты будешь определять тип этих трейдеров. Супер Марио, скажи, ты в первый раз у меня на стриме? Ты до этого мои стримы не смотрел? Если не смотрел, то вообще-то, да, разумный человек, прежде чем высказывать свое мнение о чем-либо, он сначала, да, разумный человек, он что делает? Он сначала делает анализ, делает аналитику, затем собирает информацию и на основе фактов, аргументов делает какие-то выводы, а не просто на эмоциях.
Вот, я тоже вот подумал, то, что ты в первый раз смотришь, поэтому я рекомендую тебе сначала посмотри мои несколько недельных рекапов, посмотри мои видеоуроки, собери какую-то базу информацию, да, и потом уже делай анализ этой информации. Если вызовет в тебе что-то сомнение, что-то подозрение, ты потом можешь прийти сюда и высказать это, сказать. Но сейчас, ты сейчас первый раз у меня на стриме, и ты уже ставишь под сомнение мою работу. А это, поверь мне, это неправильно. Ладно, давайте начнем недельный рекап. Так. Итак, мы знаем, что цена находится в фазе расширения от старшего таймфрейма, и мы знаем, что вот этот диапазон, он сбалансированный. Он сбалансированный. И теперь, учитывая, как закрылась наша предыдущая неделя, да, так, вот так сделаем. Вот мы сделали сначала, забрали sell side предыдущей недели, вот sell side. И тут мы можем просто сделать анализ по концепции Candle Range Theory, да, SRT, CRT. Когда мы забираем одну сторону свечи, то вторая сторона, она является уже таргетом, целью для нас. Это раз. Во-вторых, здесь уже на 4-часовом месте спустимся на 4-часовой таймфрейм, либо на дневку, даже на дневке было видно, вот, пожалуйста, что цена уже вошла в фазу, то есть в фазу MXM модели. Вот. Здесь была кривая продаж, здесь уже кривая покупок. И если кривая покупок, то мы должны продолжить это движение. И плюс мы сделали на анализ, то, что здесь была аккумуляция, эта манипуляция была фаза, цена находится в фазе дистрибуции. Все сигналы на то, что новая неделя продолжит это движение. Да? Но мы знаем, что если новая неделя продолжит это движение, она должна сделать одно откатное движение в дискаунт, и оттуда должно начаться расширение недели. И плюс у нас в понедельник это Bank Holidays, выходные, там ничего не светит. Первый день понедельника можно пропустить. Можно было пропустить. И теперь давайте покажу вам торги, которые были в понедельник у нас осуществлены. Вот здесь, Марио, тут, вот здесь, видишь, weekly recap, здесь сделки мои и моих студентов, которые осуществлялись внутри недели. Это все сделки, они, сейчас ты увидишь сам, подкреплены со скринами от MetaTrader. Не просто на Capital.com отметил, где зашел, где вышел, все, нет. Итак, вот понедельник, моя сделка. Вот, пожалуйста, моя сделка, что я заработал в понедельник. Вот. Это отчет. Вот скриншот от MetaTrader. Я заходил, когда цена еще находилась на уровне 29100. Когда цена находилась на уровне 29100, я уже таргетировался на уровень 29674. Сейчас покажу вам. Давайте на графике разберем этот момент. Отметим этот уровень. Значит, первый уровень 29100. Вот уровень, где я входил. Вот 100. Вот здесь было. Вот, пожалуйста, здесь. Так, отметьте. Вот приблизительно здесь. Когда цена, она еще, это было в четверг.
вот здесь я вошел в сделку. И тут, когда зашел, я уже поставил своей целью, что цена придет вот в этот уровень. Первый уровень это будет 29 674. Второй уровень 29 859. Отмечу эти уровни здесь сейчас. Вот первый уровень это вот этот high. Да? Второй уровень 29 854, да, был? 859 даже. Вот. Вот цена, когда здесь находилась, большинство здесь думали, что цена пойдет обратно вниз. Потому что это движение было бы... они думали, что это движение откатное движение. Откат, чтобы сбалансировать вот этот range. Да? Но у меня байс был другой. Я таргетировался именно вот на лонговое движение, чтобы поймать всю эту дистрибуцию. И поэтому вошел я здесь. Это был четверг. И держал свою позицию так, до начала понедельника, новой недели. Потому что мы не достигли этих таргетов в течение прошлой недели. Так, вот сделаем 30 минут, по 30 минут. И вот, пожалуйста, начинается новая неделя, и с открытием новой недели сразу достигаем таргета вот этого уровня. И затем цена идет в консолидацию. В этот день я не торговал. Да, и не обязательно было. Но зато мы достигли всех таргетов и получили прибыль. Кроме меня в этот день еще торговал Серджио. Вот, это один из моих студентов. Вот его сделка. Он здесь работал уже на sell, то есть в шортовом направлении. Вот его отчет от MetaTrader, и здесь анализ. Все, вот. Так. Понедельник мы пропускаем и начинаем торговлю со вторника. И здесь теперь будем работать вот так. Включу 4-часовые свечи. Так. Смотрите. Мы уже поняли, да, что цене нет необходимости спускаться ниже, потому что весь этот диапазон сбалансированный. Единственный несбалансированный диапазон это был вот этот 4-часовой имбаланс, который сформировался в начале торговой недели. Вот. И во вторник мы как раз таки спускаемся в этот диапазон. Вот. И наш торговый dealing range, то есть рабочая область, во вторник являлась вот этот swing low и этот swing high. Если мы разделим его на премиум и дискаунт, вот, пожалуйста, цена спускается ровно до эквилибриума. Здесь тестирует эквилибриум, и отсюда мы можем теперь посмотреть на 4-часовые свечи, как они закрываются, цикл 4-часовых свечей. Здесь. Вот здесь была первая подсказка. Эта свеча, она закрылась прям на уровне минимума предыдущей свечи. Но вот эта свеча, она закрылась полностью внутри предыдущей свечи. И это уже давало сигнал, чтобы войти в лонговом направлении.
И вот, пожалуйста, так, это был у нас Никита. Вот, один из новых студентов, которые вот недавно присоединились к нашему сообществу, но несмотря на это, то, что он прошел, еще только проходит начало курса, но он вот уже делает хорошие анализы и читает довольно-таки хорошо ценовое движение. Вот, пожалуйста, как он интерпретирует. Здесь была аккумуляция сначала, затем цена сделала манипуляционное движение и ушла в дистрибуцию. И вот, пожалуйста, отчет от MetaTrader. Вот. Здесь зашел, и здесь уровень take profit. Если посмотрим на M1, N5, то у нас здесь была возможность войти в сделку. Хорошая возможность. Чем младше таймфрейм, тем чище у вас будет структура. Тем легче будет читать эту структуру. Вот, пожалуйста, здесь была аккумуляция и манипуляция через double purge, то есть двухсторонняя зачистка была здесь. Мы сначала зачистили buy side, затем sell side. Вот. Это была манипуляцией. Аккумуляция и манипуляция. Вот, пожалуйста. После завершения фазы манипуляции цена всегда уже будет делать дистрибуцию, расширение. И нам нужно дождаться лишь формирования слома структуры. Слом структуры у нас был бы здесь вот через CIS уровень, либо через MSS. Вот, пожалуйста. Это слом структуры. Тут MSS, это через CIS. Это через CIS. Мы видим то, что здесь, хоть и был сформирован имбаланс, но цена не уважает этот диапазон. Ну-ка на M1 посмотрим. На M1. Ага, вот на M1 уже еще лучше, да, структура видна. Почему здесь уже мы можем получить ответ, почему цена спустилась так глубоко? Потому что у нас, видите, здесь был диапазон имбаланса. Вот он, этот диапазон. И плюс этот имбаланс находился в премиуме. Когда цена делает displacement, да, смещение в сторону слома структуры, мы должны всегда измерять именно вот это смещение через премиум и дискаунт массив. Вот премиум и дискаунт. Значит, и здесь мы можем получить, почему цена не оттолкнулась от первого имбаланса, потому что этот имбаланс находился у нас в премиуме. А все, что находится в премиуме, неинтересно для цены. Цена спускается в дискаунт, и только там работает с поями. Если есть имбаланс, то это будет работа с имбалансом. Если нет имбаланса вообще, то это будет ордер блок. Вот. Тут вот здесь можно было бы поймать это движение. Так, после теста открыть позицию в лонг. И затем как таргетироваться. Да? Здесь мы видим, вот смотрите, здесь аккумуляция. Прям четко видно, что здесь формируется модель MMXM. MMXM модель. Это кривая продаж. И в начале здесь находится, значит, фаза оригинальная консолидация. И таргетируемся всегда на high этой оригинальной консолидации. Первый таргет будет туда. Ставим стоп сюда и тейк сюда.
На М15 быстрее прокрутим. И вот уже в нью-йоркской сессии мы достигаем таргета, но цена уходит еще дальше. Если посмотрим сделки студентов, так, это сделка Сакена. Вот, пожалуйста, здесь он входил, и тейк ставил чуть выше диапазона оригинальной консолидации. Но вход тоже практически где-то здесь, около этого SMR 29 780. Он зашел в нью-йоркской фазе. Вот тут. 27 780. Вот тут был где-то вход выполнен. Уже торговал только в Нью-Йорке. Молодец. Вот. Это сделки моих студентов, ребята. Это не мои сделки, это сделки студентов уже, это люди, которые приобрели курс и прошли обучение именно по моей методологии, по моей системе. И вот торгуют. Это их сделки. Вот, пожалуйста, еще одна сделка. Здесь уже чуть ниже поймал рано. Здесь добавился в нью-йоркской сессии. И первый take profit ставим вот сюда. Второй тейк на уровень 3000. Круглая цифра. 3000. То есть 30 тысяч, не 3000, 30 тысяч. Вот, пожалуйста, Евгения, ее сделки, как она читает рынок. Здесь она тоже торгует уже в нью-йоркской сессии. Первый вход на открытие Нью-Йорка, затем финальный take profit стоит на уровне 30 тысяч. Это Аслан. Вот. То же самое. Вот Аслан, смотрите, как он отмечает. Вот фаза оригинальная консолидация. Я не смотрел заранее, я просто скинул все сделки и только сейчас разбираю. И вот то же самое видение рынка, как у меня, у моих студентов, такое же, как у меня. Вот отмечают фазу оригинальной консолидации, затем здесь SMR фаза и начинается MXM модель Buy Model. И вот, пожалуйста, отчет от MetaTrader. Все это, первая позиция открылась, потом добавился, и здесь еще раз добавился. Вот тут закрылся полностью. Вот сделка Евгений. Отметка 3000. Видите, take profit здесь стоит. Это отработка. Эти люди тоже, когда были такими же зрителями, как и вы, тоже некоторые, которые пришли, кто-то смотрел в первый раз также и сомневался. Это вполне естественное явление, когда кто-то делает такие сделки, либо потом разбирает эти сделки на истории, любой человек может засомневаться. Но вот то, что сейчас я вам показываю, это уже не на истории, это реальные сделки моих студентов. Вот, пожалуйста. На H1 take profit, вот, финальный take profit здесь стоит. На уровне 30 170. Вот Сакен. Прикреплены отчеты от MetaTrader, чтобы не возникали сомнения у некоторых людей. Это не подделки, это не фейк, это не подгон. Это реальные сделки людей, которые вот торгуют уже через единую систему. С пониманием, а не на бум. Так, это уже Павел, и я думаю, здесь уже начинается новый день у нас. Нет, это продолжение, да. 26 это у нас
Вторник, да. Это Павел. Здесь он входил в sell. И посмотрим, вот его отработка. Он на откате поймал это движение. На откате. И, пожалуйста, это Corrado. О, вот, ну некрасиво ли, смотрите. 5-минутный таймфрейм. Здесь поймал в самом начале движение. И вот в самом конце вышел. Что Corrado, что Павел, они поймали откатное движение. Откатное движение, которое было вот это движение. Вот это движение они поймали, отработали. А остальные студенты, они поймали вот это движение до уровня 30 тысяч. Даже 170 там был, да? 30 тысяч, 170. Вот. Все это дистанцию поймали. Кто-то в лонг, кто-то в шорт. Пожалуйста. Вторник был таким образом отторгован. И здесь уже вырисовывалась картина недели, да? Уже становилось более-менее ясно, куда будет двигаться цена. Начинается у нас среда. Среда. Давайте посмотрим, как в среду мы отторговали. Это вот я здесь опять начинаю. Вот здесь у меня оставалась открытая позиция с уровня 29100. И тейк стоял на уровне 30141. 29100. Где это у нас было? Вот. Вот отсюда. Вот эту сделку я удерживал. Вот здесь был выполнен вход. И тейк стоит. Сейчас вот еще раз покажу вам. Вот, ребята. Уровень 29100. И таргетировался, целился на уровень 30141. Здесь отметим теперь в графике 30141. 30141. Вот тут. Вот здесь мы достигли этой цели уже в среду. Вот. Поэтому здесь закрылась сделка. Тут добавился уже во вторник. Здесь, видите, во вторник добавился и держал позицию до этого уровня. Это, вот, пожалуйста, сделки, отчет от этой торговли. Далее идет, вот, Серджио. Это его анализ и... это анализ был. Затем в среду больше никто здесь не торговал. Разбор ошибок у нас есть уже в группе, но только в закрытом канале. Мы вот здесь разбираем ошибки. Есть специальный раздел Stop Out, и здесь мы разбираем. Вначале я сам разбирал, но сейчас уже более опытные ребята, более опытные студенты помогают понять, где ребята новенькие, либо те, кто еще затрудняется, то они помогают разбирать эти ошибки, указывают, где были допущены ошибки и на что надо было обращать внимание. Вот. Такой формат у нас есть, но только уже внутри нашего закрытого сообщества. Здесь, так, среда, она тоже была очень, как вам сказать, интересная. Здесь было прям явно, вот здесь мы фармили ликвидность, low resistance ликвидность была сформирована. И вот одним этим движением сняли всю ликвидность. Кто поймал это движение, я всех поздравляю. Так, среди студентов в среду здесь
кроме меня. Я только торговал в лонговом направлении, шорт я уже не брал. Никто не торговал, походу. Здесь начинается уже вот так. Вот. Поймал опять Серджио. Вот это движение. И вот он отмечает, здесь была аккумуляция, это была манипуляционная фаза и дистрибуция. И он поймал. Он здесь входил в лонги. Все, значит. В среду никто так и не торговал. Но в среду здесь было тоже интересно. Но просто из-за того, что и S&P 500, и NASDAQ, они находились на all-time high. И дополнительный фактор подтверждения в виде SMT дивергенции здесь не было. Поэтому ребята лишний раз не рисковали. И это, я думаю, правильно было сделано. Надо торговать только то, что является high probability, да, высоковероятные сделки надо брать. Когда все ваши требования, в рынке ставятся галочки на все критерии ваши. Вот тогда отработка вашего трейда, она увеличивается. Если что-то не формируется, лучше пропускать этот день и не рисковать лишний раз своими деньгами. Ладно, идем. Здесь уже ребята работали в лонг. Вот. Это Corrado. Он поймал после Нью-Йорка вот это движение. Затем поймал снова Sergio, Take Profit 1 и Take Profit 2. Но до сюда цена не дошла, по-моему. Сейчас покажу этот момент. Прямо можно было здесь заходить. И Take вот сюда было ставить, нужно было. Длинная позиция. Почему дальше нельзя было таргетироваться? Потому что мы здесь видим, что это отложенная доставка формируется. Вот у нас rejection блок, цена приходит, отсюда отталкивается, и первый таргет у нас вот этот swing high. Потому что цена здесь сделала уже смещение, это было дисплейсментом. И внутри дисплейсмента, наоборот, вот отсюда можно было поймать еще один вход в шорт. Да, Corrado реально, он очень красиво ловит. Прям вход на хвостиках и выход тоже на хвостиках получается. Стоп. Вот смотрите. Вот тут теперь можно было поймать шортовое движение. Вот здесь точно должно быть SMT дивергенция сформирована. Должна быть. Так. Да, вот смотрите. На S&P 500 мы забираем buy side сессии Нью-Йорка, но на NASDAQ мы делаем fail. Мы не смогли забрать buy side сессии Нью-Йорка. У нас есть уже SMT дивергенция, плюс ко всему у нас 15-минутная свеча закрывается, сняв ликвидность buy-сайда, закрывается внутри рейнджа. Тут можно со следующей свечи можно было бы открывать шортовую позицию, да, и таргетироваться уже на вот этот low. Но при этом надо всегда держать один глаз на других двух активах. Здесь этот low, он является protected, защищенным. Поэтому лучше всего в таких ситуациях надо таргетироваться на equal lows, то есть на относительно равные лои. И тут относительно равные лои, вот этот swing low и этот low.
Если мы зашли здесь, можно было бы вот сюда поставить Take Profit, а это, если цена бы пошла дальше, можно было бы добавиться в откате. Но лучше в таких случаях не ставить своей целью вот этот swing low, потому что он защищенный. Он защищал здесь ликвидность. Вот. И ко всему он здесь тестировал 4-часовой диапазон. Вот это имбаланс. Поэтому мы бы здесь таргетировались именно на этот swing low. Короткая позиция. Допустим, вот вход здесь. Стоп за свинг, который формирует у нас SMT-дивергенцию. И вот как раз 4-часовые, смотрите, свечи. Мы приходим, тестируем 4-часовой имбаланс здесь и обратно возвращаемся в рейндж. Открывается Азия, и как раз на Азии мы достигли бы своего таргета. Посмотрим, кто-нибудь поймал это движение здесь. Так, здесь в лонги заходил Павел. Поймал лонг. Так, лонговое движение было, окей. Здесь так. Открытие недели, это среда. Хорошо. Это S&P 500. Он на S&P торговал. Так, где? Да, я удивился. Это S&P 500, потому что вот это движение было на S&P. На NASDAQ ее не было. Вот, индекс S&P 500. Все, понял. Окей. А вот уже это NASDAQ. Я не понимаю, это... это нью-йоркская сессия. Мы еще не дошли до сюда. Все, понял. Это Нью-Йорк показывает он. Целился на buy-side ликвидность тут. Окей, ну-ка посмотрим отработку. Так, Корадо снова. Ну, смотрите, где поймал вход. Вот стрелочка и вот выход. Ну, реально это красиво. Так, это четверг. И вот его анализ. Анализ Корадо, как он делает анализ. Это E-мини. Так, в Азии здесь аккумуляция. Да, лонговый сценарий, да. Ага. Вот, даже прогноз все. Когда ты уже понимаешь алгоритм, ты уже заранее знаешь приблизительное ценовое движение, как оно будет формироваться. Вот смотрите, ребята, он здесь заранее сделал прогноз, как цена должна двигаться дальше. Вот. Это азиатская сессия. И вот, пожалуйста, все по его сценарию. Цена сначала сделала манипуляцию, затем расширение. Ну, это... Здесь все уже понятно, да? Человек, он уже мастер своего дела. Читает алгоритм, как открытую книгу. Заранее уже знает, как цена будет двигаться и куда надо таргетироваться. И поэтому у него входы почти идеальные. И выходы из позиции тоже такие же. Вот вошел здесь и вышел отсюда. Сразу зафиксировал. И тут, сейчас я сделаю так, перейдем на вот так. И смотрите,
Если сделать анализ по квартальной теории, было понятно здесь уже, когда Азия сформировалась, то день у нас уже было понятно, что день будет формироваться по модели XAMD. Если XAMD, то значит вот этот диапазон у нас был диапазоном аккумуляции. И мы видим то, что когда мы заходим в фазу Q3, цена сначала забирает sell-side лондонской сессии, и отсюда начинается расширение. Вот тут можно было бы так попытаться вот здесь войти и take profit уже ставить. Сначала первый уровень take profit был бы вот этот high, swing high, и второй вот этот самый максимальный диапазон, это ATH уровень. Внутри курса Ибда Лукбек я недавно, то есть пару дней назад, выпустил последний урок там, и этот урок как раз-таки посвящается теме, как торговать недельные расширения. То есть можно с минимальным риском выполнять одну либо две сделки в неделю и получать максимальную выгоду, да, по этой концепции. И я там как раз все объяснил внутри этого урока. И вот, пожалуйста, начинается нью-йоркская сессия, и цена сразу уходит в фазу расширения. А тут, смотрите, почему сюда нельзя было таргетироваться, да? Вот сюда, видите, то, что я сказал, protected low. Этот low мы сняли на S&P 500. Вот мы полностью зачистили на S&P 500, поэтому надо всегда обращать внимание, какие свинги защищенные, а какие не защищенные. Учитывая это, уже таргетироваться, чтобы ваш таргет точно отработал. Итак, здесь мы четверг отторговали. Теперь переходим к пятнице. И вот в пятницу здесь у нас это Павел. Он здесь торгует на S&P 500. И вот, пожалуйста, его 1 к 4 РР здесь был. Здесь тоже 1 к 4 РР поймал. И вот его отчет от MetaTrader. То есть все вот это движение он здесь поймал. Так, а это уже моя сделка. Вот. Первая сделка здесь, смотрите, я тут вошел и держал позицию на уровне 29 870. 29 870. Так, все остальное удали. Делаем вот так. 29 870. Да, вот тут я зашел как раз таки. Вот в Нью-Йорке зашел и таргетировался уже здесь на уровень 30 413. 30 413 вот сюда. Тейк был туда поставлен. Вот так было. Так, здесь мы достигли здесь сначала первого таргета. Вот первый отчет. Затем вот полностью все таргеты были достигнуты. И так, вот полный отчет. Полный отчет нет. Вот он. Вот полный отчет этих всех сделок. Так, вот этих. Куда он ходит? Вот он. Вот эти все сделки, открытые позиции в итоге дали вот такой результат.
Здесь уже Евгения, здесь в пятницу они отработали уже в шортовом направлении. И тут будет объяснение чуть позже от нее. Здесь снова Павел. Он сопровождал свою сделку, сдвинул свой таргет, а здесь вот таргет 2. К этому моменту вот уже 5557 пунктов цена сходила. Это на S&P 500 он торгует. Окей. Часть он здесь зафиксировал уже. Вот здесь он зафиксировал частично. Это Серхио. Он на NASDAQ отработал шортовое движение, поймал. Это Сергей тоже поймал шортовое движение. У него тоже красивые входы вот в самом начале и вот в конце. Минутный таймфрейм. На минутке. Вот, пожалуйста, минутный таймфрейм. И вот его отчет от MetaTrader. Вход, выход. Здесь уже Сергио опять сделал план, то что дальше цена должна была двигаться в лонговом направлении. Вот его уровни take-профита. Вот цена оттуда не дошла, и рынок уже закрылся. Так, теперь это пятница, вот. Так, в новом месяце Q1, второй понедельник, в новом месяце, он же еще не наступил. Я еще не смотрел. Скорее всего, наверное, да, потому что нет, новый месяц начинается с полной недели же у нас. Нет. В новом месяце Q1 будет первый понедельник, потому что неделя начинается с самого начала, поэтому цикл будет начинаться с первого же понедельника. Итак, вот здесь мы достигли таргета, но, ребята, вот тут поймали шортовое движение также. Так, на М5, если спустить, даже на М3. Да? Почему? Потому что здесь было видно, что здесь цена формирует аккумуляцию. Вот, аккумуляцию. Затем манипуляция, дистрибуция. В шорт может быть. И тут вот можно было поймать. Так. Таргет, вот эти лои были бы. Вот эти равные лои. Потому что цена неспроста оставила их. И я вот здесь таргетировался бы по телам свечей. Не на хвосты, а по телам. Потому что здесь уже вот этот лоу, он защищенный свинг-лоу. Снова. Потому что он здесь забирал ликвидность. Поэтому я бы именно так здесь отторговал бы. Короткая позиция. Здесь вход, стоп сюда. И так. Вот таким вот образом ребята здесь и поймали шортовое движение. Вот. И лонг тоже вот поймали. Сами видели. Вот Сергей здесь и шорт поймал, и лонг. В общем. В оба. Вот сначала поймал sell, потом вошел в buy. Отсюда. Итак, а это вот сделка. Хотел показать вам то, что я думаю, мало кто может похвастаться тем, что он поймал вот это все движение. Мало кто может даже из профессиональных трейдеров показать вот это фактами, что он поймал все это движение. Было поймано. И здесь, если посмотрите weekly рекапы, и можете просто делать скрины и увидеть то, что я со своими студентами вот это все движение мы отработали. Все благодаря одной системе торговой.
И теперь, здесь мы закончили. Я хотел поговорить насчет того, что объявил в начале. Путь к финансовой свободе. Да? Большинство трейдеров большинство людей приходит сюда в трейдинг, чтобы приобрести финансовую свободу. В том числе и я сам также. Я пришел в трейдинг, чтобы получить финансовую свободу, потому что я в начале этого пути, у меня была такая ситуация. Мне сделали пересадку печени. Да, сейчас я хожу не со своей печенью. Мне свою печень одолжил мой родной братишка, и у меня была пересадка печени. После пересадки я вернулся из Индии, и вообще, да, физические движения были категорически запрещены. То есть любые тяжелые. И тогда я уже задумался, чем же мне заняться дальше. Вот тогда я и начал интересоваться. Сначала я захотел заняться IT, программированием, кодингом, и начал изучать эту тему, начал изучать Python, все такое подобное. Но потом чисто случайно, благодаря одному моему другу, я заинтересовался трейдингом. Должен сказать, что трейдингом я начал заниматься еще в 2010 году, где-то, да, после 2012 где-то году. Когда только биткоин начал, я тогда уже был заинтересован, начал обучение самостоятельно. Но тогда информации было мало, совсем мало в интернете. И было пару каналов, где обучали теханализу, да, уровень сопротивления, поддержки. Потом были пару порталов, где объясняли, что такое свечи, свечные паттерны, молот, все тому подобное. Обучался этому. Потом забросил, и вот где-то в 2022 году, благодаря одному моему другу, я начал снова интересоваться трейдингом и начал обучаться. И цель была именно приобрести финансовую свободу, чтобы сидя дома торговать. И тогда тоже начал этот путь. И большинство, я думаю, приходит именно за этим. Да? Но когда они начинают интересоваться... Нет, я живу в Узбекистане. Я когда начал обучаться трейдингу, все тому подобное, так же, как и большинство, я думаю, все через это проходят. Я сначала обучался Smart Money, Price Action, потом Вайков, теханализ, S&D, да, Supply and Demand, там я все почти какие переулки есть в трейдинге, я на каждый зашел. Некоторые были тупиковыми, некоторые там давали какие-то результаты. В общем, прошел через все, можно сказать. И пытался торговать по сигналам также. Но это все было безрезультатно. Пока я не увидел одно интервью одного трейдера, нашего узбекского трейдера, который находится сейчас в Дубае. И он сказал то, что я дам гарантию 1000% любому трейдеру, если у него не будет торговая система, то он обречен на крах. Вот это было поворотным моментом у меня. Потому что до этого момента я вообще не понимал, какая система, что такое система, как вообще в трейдинге может быть система. Начал потом углубляться именно в этом направлении. Начал изучать, что такое система, как вообще формировать эту систему. Постепенно начал изучать разные концепции. И в итоге пришел к такому моменту. Уже на тот момент у меня была довольно-таки большая база. Я знал MXM модели, знал квартальную теорию, знал Smart Money концепции, знал модели входа, Unicorn модуль, разные. Да, что есть в ICT, я изучил большинство, даже много чего. И они все находились в разброс.
Они все были разброс. И если я делал анализ с одним, то я не мог делать анализ с другим инструментом. И вот с этого момента я начал работать, как соединить разные методы анализа в одно, чтобы они давали один сильный сигнал, чтобы в совокупности, чтобы квартальная теория подтверждала MXM модели, чтобы MXM модели подтверждали недельные, там, либо daily профайлы и тому подобное. И начал работать именно в этом направлении. И постепенно начала у меня формироваться система. Пока любой трейдер, я даю гарантию, у вас не будет системы торговой, вы просто реально обречены на крах. Вы иногда можете, конечно, ловить фазы дистрибуции, допустим, вот здесь цена находится в фазе расширения, и тут раз, откат поймал, и здесь будет казаться, смотрите, вот цена находится с марта месяца в фазе дистрибуции. Март, апрель, март, апрель, вот 3 месяца. И на протяжении 3 месяцев некоторые трейдеры, они, если поймали, да, эту волну и торгуют по одной модели, то эта модель может приносить прибыль, пока цена будет находиться вот в этой фазе. Но как только эта фаза закончится и начнется фаза аккумуляции, то все, что здесь было заработано, можно с легкостью все обратно слить в рынке. В рынок обратно. Вот система дает страховку, чтобы не слить вот это все. Чтобы удержать вас от неправильных входов. Да? Система дает понимание, что ты делаешь здесь в трейдинге. Не просто хобби, не просто пришел, как вам сказать, провести время. Если вы будете относиться к трейдингу, я опять это повторяю, я уже говорил, все зависит от вашего отношения. Если ты будешь относиться к трейдингу как к профессии, да, профессионально, со всей серьезностью, то рано или поздно трейдинг ответит тебе тем же самым. То есть и ответ будет таким же. То есть успех точно будет. Система у тебя точно будет. И прибыль, в конечном итоге финансовая независимость, она будет у тебя точно. Почему я об этом заговорил? Потому что вот в этой неделе в нашем закрытом менторшипе как раз-таки открылась эта тема. И открыл ее один из моих студентов, который является одним из первых моих студентов. Это Александр из Кореи. Да, он живет и работает в Корее, и как раз он открыл эту тему, и он сказал то, что он сейчас уже прекратил работать на найм. И сейчас хочет уже перейти полностью в трейдинг. Но до этого вышел именно на такую фазу, можно сказать, Павел. Вот. Сейчас я его сделки покажу вам. Так. Вот это сделки Павла. Вот Павел Линев. Он уже как 3 месяца не работает нигде, занимается только трейдингом. И можно сказать, что этот человек уже приобрел финансовую независимость. Он уже не работает на кого-то, он работает только на себя. И то же самое сейчас вот происходит у Александра. Павел, он пришел чуть позже в наше сообщество, а Александр, он с самого начала. Но ключевым этапом, самым таким поворотным пунктом стал, он сам рассказал, что это недавно, когда он заново пересмотрел весь менторшип и начал делать бэктесты. То есть сначала сформировал свою торговую систему и на базе этой торговой системы начал делать бэктесты.
И на бэктестах он увидел реальные результаты. Реальные результаты. После этого, когда он достиг стабильного винрейта, начал торговать. И он, как он сам говорит, то, что вот, если не ошибаюсь, он со $150, да, он сделал депозит 2000. Я могу ошибаться чуть-чуть, да. Но факт то, что он с минимального депозита, он расширил свой P&L. И это показывает то, что система, когда у тебя есть торговая система, она тебе дает стабильность, она тебе дает прогресс. Потому что в этой системе все уже заранее прописано. Когда ты входишь в сделку, когда ты не входишь в сделку. Что дает аннуляцию всем твоим идеям, а что подтверждает твои идеи. В какие моменты ты торгуешь, а в какие моменты ты не торгуешь. И все это прописано в торговой системе. Пока у трейдера не будет такой торговой системы, прогресса не будет. Будут зигзаги, вот как здесь. Взлеты, падения, но в конечном итоге будет минус депозит. В отрицательном положении будет находиться. А как только у вас будет ваша система, торговая система, вот эта система даст вам возможность перейти постепенно, поэтапно. Это не сразу происходит. Вот эти двое ребят, у них потребовалось около года, чтобы выйти на финансовую независимость. И то при том, что у них уже вот есть готовая система, да, обучения. А теперь у кого нету нормального системного обучения, то им нужно еще больше времени. Им потребуются годы, может быть, еще, не знаю, 5, 6, 7 лет, может, потребуется. Но когда у тебя есть правильная система обучения, когда у тебя есть человек, который контролирует тебя, твой ментор, который указывает на твои ошибки, то этот путь, он становится гораздо короче. И плюс при этом он становится, именно этот путь, эта дорога, она становится гораздо качественнее, потому что за этот отрезок времени ты будешь совершать намного меньше ошибок, да, и будешь получать намного больше победных моментов. То есть достижений у тебя будет намного больше. Это будет давать тебе эмоциональный заряд, чтобы двигаться еще быстрее, еще активнее. Но когда у тебя неправильная система, когда неправильное обучение, либо ты сам обучаешься, то эта дорога дает тебе больше боли, больше психологического урона. То на момент, когда ты сливаешь депозит, тебе требуется неделя, месяц, чтобы прийти в себя. Понимаешь? Но когда у тебя есть система, у тебя есть сообщество, правильное сообщество, когда есть ментор, то сливы, да, количество сливов, либо вообще сами сливы, они минимизируются. Почему я это говорю? Потому что я сам прошел через это. Я слил немеренное количество денег, пока обучался этому всему. Реально. И каждый раз, когда я начинал с минимального депозита, расширял его до нереальных сумм, это более $10 тысяч каждый раз. И потом я сливал эти деньги, каждый раз оставлял на рынке, я ловил реально депрессию, стресс. Я потом вообще закрывал все, трейдинг, уходил в себя. Неделю, может быть, 2 недели, 3 недели я приходил только в себя после такого. И это при том, что у меня сильная психика, у меня сильный стержень, я могу удерживать, да, сдерживать себя. Но есть разные люди, кто-то менее сильный в этом плане, то для таких людей, чтобы прийти в себя, это потребует еще больше времени. Либо вообще они уходят из трейдинга. Поэтому те люди, которые поставили перед собой целью приобрести финансовую независимость через трейдинг, они должны понимать, в
первую очередь вы должны сформировать свою торговую систему. А торговая система формируется на базе правильных знаний. Без этого никак. Потому что вот в прошлой неделе мы делали с вами тоже такую рубрику, где я спрашивал у своих студентов, что является залогом успеха, да, в трейдинге. Психология либо знания. Мы пришли к итогу, то, что 70% всех обучающихся, они ответили, что все-таки правильные знания, они стоят превыше, чем эмоциональная составляющая человека. Насколько бы человек не был эмоционально сильным, если у него нету правильной базы знаний, то рано или поздно, когда будет череда, да, цепочка этих неудач, она добьет этого сильного человека. Потому что потеря денег – это всегда больно бьет по психологии. В начальной стадии это, может быть, не особо будет заметно, но когда раз за разом вы будете оставлять свои деньги на рынке, то с каждым разом у вас будет формироваться фобия все сильнее и сильнее. Поэтому и я советую каждому, да, кто встал на этот путь, ставьте перед собой целью сформировать торговую систему. Да? Ведите исследования, либо поиски именно в этом направлении. Даже зная одну концепцию, не надо знать все. Допустим, вы изучили MMXM, концепцию MMXM модели. Сформируйте торговую систему на базе этой концепции MMXM. И все. И торгуйте только по этой торговой своей системе. И вы увидите то, что вот именно через этот путь, если вы пойдете, то вы скорее достигнете прогресса, расширения своего депозита. Потому что порядок всегда он ведет к успеху. Если у вас есть порядок именно в торговле, в трейдинге, в своей концепции, вы знаете, откуда вы должны начинать и чем заканчивать, и у вас есть прописанная, да, инструкция поэтапно, что вы должны делать, с чего начиная и чем заканчивая, на основе какой-то определенной концепции, то у вас уже есть свой распорядок, чему вы должны просто придерживаться. А когда вы торгуете без фундамента, просто в хаосе, то ошибки разного рода неучеты, недочеты, они будут возникать раз за разом, все цикличнее и цикличнее. В первую очередь, именно торговая система вам дает выработать дисциплину. Многие говорят, что дисциплина, она важнее, да, и тоже такой важный фактор. Окей, да, он важный, но на чем вы будете строить эту дисциплину, если у вас нету четкого фундамента? Если нету четкого распорядка, нет инструкции своей, чему вы должны следить, что вы должны учитывать, какие моменты вы должны пропускать, нету инструкции, то как можно здесь соблюдать дисциплину? Дисциплина – это распорядок. Допустим, любой спортсмен, у него дисциплина какая? Просыпаюсь в 8 либо в 7, пробежка. Затем душ, затем завтрак, в 12 сон, в 17:00 тренировки, и так вот каждый день. Но если у вас нет вот этого плана, как у вас может работать дисциплина? В первую очередь должен быть план. А план это и есть торговая система в трейдинге.
Если у вас есть какие-то мнения по поводу этой темы, то я буду рад ознакомиться этими мнениями. Пишите вот у нас в открытом канале в раздел чат-рум. Будет интересно подискутировать на эту тему. Какие у вас взгляды, как вы считаете, как можно выйти на финансовую стабильность через трейдинг, какие должны быть главными, как вам сказать, фундаментами на этом пути, на что человек должен опираться, чтобы выйти на финансовую независимость. На этом все, ребята. Так, посмотрим, какие у нас новости на следующей неделе. Так, апрель, май. Так, понедельник. Manufacturing PMI, ADP Non-Farm, ESM. Особо сильных новостей на следующей неделе у нас не будет. Учитывая, что неделя и дневной. Сейчас еще раз посмотрим. Анализ такой сделаем, куда может цена потенциально вернуться. Так, на дневном таймфрейме мы закрылись над хаем предыдущего дня, но при этом у нас есть вот тут rejection блок дневной. Так, RB. Такие rejection блоки, они являются магнитом для цены всегда. Поэтому надо учитывать этот момент. Вот так. И в начале, так как у нас неделя, она все равно закрылась в бычьем направлении очень сильно, то мы можем на следующей неделе увидеть одно откатное движение на диапазон rejection блока, и отсюда уже продолжение лонгов. Либо же у нас здесь есть еще один rejection блок, вот этот. Это тоже является магнитом. Мы можем сначала снять buy-side ликвидность, затем вернуться в этот диапазон. И следующая неделя, она может быть сформирует аккумуляцию, потому что это начало нового месячного цикла, и это первая неделя у нас внутри месяца. Если месяц будет формироваться по модели AMDX, то наша следующая неделя, она может быть просто пройти в консолидации. Пока у нас есть вот два диапазона магнита, куда цена с большей вероятностью будет притягиваться. Либо buy side, если мы снимем эту ликвидность, то следующим магнитом будет вот этот sell side. Или же наоборот, если мы снимем уже, сбалансируем этот rejection блок, то дальше можем работать в лонговом направлении. Спасибо всем за внимание, за то, что присоединились к нашему эфиру. Так. Рекомендую смотреть, те, кто не смотрел, уроки в YouTube-канале мои. Там много полезного. И weekly рекапы. И те, кто хочет посмотреть, действительно ли мы поймали вот это все движение, и к тому еще вот это все, то посмотрите более ранние выпуски наших недельных обзоров, и вы увидите то, что мы каждую неделю ловим расширение недельное и отработали почти что всю вот эту дистанцию. Спасибо всем, хороших выходных, ребята. Кто интересуется футболом, сегодня финал Лиги Чемпионов. Желаю всем хорошего футбола. И кто за кого болеет, я болею за Арсенал, но я думаю, что выиграет, наверное, ПСЖ, потому что состав сильный, тренер тоже сильный. Ладно, спишемся, ребята. Пока-пока. Спасибо за внимание.